Всем привет! И в этом видеоролике я бы хотел поделиться своими впечатлениями от владения автомобилем Hyundai i30N. Вообще, мое первое знакомство с этим автомобилем состоялось на Нюрбургринге. Это была вторая поездка за всю мою жизнь, и я хотел взять что-то чуть-чуть более интересное, чем в первый раз, но у меня не получилось, потому что это был конец сезона, и все прокаты уже были закрыты. Поэтому из вариантов, которые мне показались достойными своих денег, это вот как раз была i30N. Я в нее сел и почувствовал, что все как надо. Усилие на педалях правильное, рычаг очень удобно расположен, и хода в нем и короткие, и достаточно четкие. Она отзывчиво управляется. Конечно, она была подготовлена специально для поездок по Нюрбургрингу. У нее были замененные колеса, у нее были доработанные тормоза, подвеска, были ковши и ремни. Вот эти впечатления, я их в себя вобрал, запомнил. И потом они всплыли. И вот спустя какое-то время я задумался о том, что мне нужно покупать автомобиль. Я нахожусь в Польше, у меня здесь мало опыта. И сначала я думал, что мне нужно что-то простое, понятное, желательно вместительное, практичное. Я смотрел вообще в сторону дизельных универсалов. Но потом стал размышлять о том, а сколько на самом деле вообще этот расход топлива и насколько он важен. И подумал, а почему бы и нет? И логичным образом пришел к выбору Hot Hatch как класса автомобиля. И на самом деле это хороший компромисс, потому что это тот такой переходной вариант, когда машина все еще может выполнять все функции вот на каждый день. То есть она и вместительная, она и практичная для города. Но при этом она все-таки может выехать на гоночный трек, она может подарить какие-то эмоции, и она достаточно интересная, чтобы вызывать какую-то улыбку у тебя и приятные воспоминания.
есть много хот-хэтчей, и, наверное, самые яркие представители, такие знаменитые, это Renault Megane RS и Honda Civic Type R. И на их фоне i30N не самая лучшая, она чуть менее производительная, возможно, чуть хуже по времени круга на этом Нюрбургринге, но она дешевле, притом существенно, и у нее есть расширенная гарантия на 5 лет, которая распространяется даже на использование на треке. Плюс у меня есть хорошее понимание, что может эта машина, если ее доработать. То есть я посмотрел, как едет доработанная машина, я изучил рынок доработок каких-то деталей, и я знал, что если вдруг я захочу, то на вот эту разницу между, скажем, Megane RS или Civic Type R я могу немножко добавить денег, произвести какие-то доработки, поменять тормоза, подвеску, возможно, колеса, и получить перформанс, который будет даже, наверное, выше, ну или точно не хуже, чем у других хот-хэтчей. Что я ожидал, а что получил? Я знал, что передний привод будет не настолько впечатляющий, но были некоторые моменты, которые меня очень приятно порадовали. Например, я был очень удивлен тому, что машина жесткая и собранная, будучи абсолютно полностью стандартной фабричной машиной, она ощущается так, как подготовленные вот прям такие корчи годов 2000-х, 90-х, у которых вот плохая жесткость кузова, и если туда поставить распорок всяческих, подвеску какую-нибудь, кайловеры жесткие, то тогда можно получить похожее ощущение. Даже на гоночной трассе не всегда хочется использовать самый жесткий режим N. Но, к счастью, это перетекает в некоторую двойственность этого автомобиля, потому что одновременно ты можешь и выставить все настройки в спорт, или ты можешь все вернуть в нормальный режим, и у тебя будет, по ощущениям, такой довольно спокойный, обычный гражданский автомобиль. Хочется сказать про опыт езды по гоночным трассам. Очень круто, что машина, будучи вот такой стандартной, может выехать на гоночный трек, но, конечно, все перегревается. То есть, если прям в жару ехать и гасить изо всех сил, то температура поднимается, тормоза начинают перегреваться, шин не хватает, ну и так далее. Поэтому я заменил тормозные колодки на EBC Yellow Stuff и тормозную жидкость поменял на такую более спортивную, с высокой точкой кипения. Просто выехать на трек-день, или если ты новичок и просто хочешь изучить трассу, то этого вполне достаточно. Если планируется часто ездить на трек-дни, возможно, даже участвовать в каких-то соревнованиях, то очень важно позаботиться об охлаждении. Надо поставить кулер на охлаждение масла и желательно поменять тормоза на какие-то более производительные. Ну и подвеску тоже, само собой, выходящая, потому что рано или поздно придется увеличивать развал спереди, а в стандартном виде это сделать невозможно. Как же машина себя проявила во время длительной езды? Я совершил поездку на 5000 километров по Европе, и я проводил за рулем ежедневно по 6-8 часов. Сиденье довольно удобное. Вообще, в целом, машина приятно управляется при таких обычных гражданских условиях. То есть все очень удобно, хорошо светят фары, есть круиз-контроль, удержание в полосе. Все, что, по сути, нужно для того, чтобы ехать и не очень сильно уставать. Расход топлива приемлемый, с учетом быстрой езды по немецким автобанам и где-то прохватить по серпантинам, получилось где-то 9,5 литров на 100 километров. Не очень много топлива сюда влазит. В лучшем случае 50 литров, но, как выяснилось, когда я впервые стал заправлять машину, то отсечка срабатывает
гораздо раньше. И хочется что-то с этим сделать. Так вот, я прочитал на форуме, что оказывается, если проигнорировать отсечку и продолжать заливать топливо вручную, то можно долить еще где-то 5 литров бензина, чем я регулярно пользуюсь, чтобы пореже заезжать на заправку. И после этого я буду производить вот такую манипуляцию. A few moments later. Ну вот, хватит уже. В общем, вот литров на 5 как раз мы смогли залить больше, чем оно заливается. Возможно, это не очень правильно. В плане, наверное, там должно быть какое-то свободное место в баке, техническое. Но я обычно сразу же утилизирую это топливо, поэтому проблем не возникает. Конечно, радует и вместительный багажник. Есть полноценные 4 места. И можно сложить много-много вещей. При желании, даже если снять распорку в багажнике, то можно лечь спать. Пускай не в полный рост, но все равно прикольно, что так можно сделать. Машина может достаточно, чтобы получить от нее удовольствие на серпантинах. Она очень приятная, собранная, отзывчивая. Тормоза могут быть слабым местом. Если очень агрессивно ездить, то в какой-то момент, конечно, они могут перегреться. При этом машиной очень просто управлять. Нет каких-то опасных ситуаций, нет каких-то резких там срывов задней оси. Более того, я бы даже сказал, что машина очень сбалансированная, и если зад и подскальзывается, то так очень аккуратно, понятно, и всегда его можно отловить. Ну, наверное, такое главное, что меня разочаровало, я бы сказал. Конечно, на это нельзя сильно жаловаться, потому что это просто конструкция переднего привода. Но вот все эти ощущения на руле, такие неприятные от любых неровностей, от нажатия на педаль газа, там, проезда по поребрику и прочее, очень сильно вырывается руль из рук. И даже вот спортивная настройка руля, она сделана просто, вот руль становится тугой. Он даже в обычном режиме достаточно тяжелый, тяжелее, чем в среднем в других машинах. И чувствуется, что этим пытаются как-то сгладить вот эти ощущения, и они вот прям иногда очень раздражают. Но это если дорога прям кривая. Если ехать по ровным дорогам, то в целом проблем никаких не возникает. Машина имеет очень высокий порог, после которого происходит какой-то срыв, и хочется, ну, вот, чтобы получить какое-то удовольствие, как-то этот порог немножко снизить. Иначе придется ездить на каких-то просто огромных скоростях, там, по лесу. А по городу вообще это невозможно. И не стоит так делать. У меня до этого была такая старенькая машина, BMW 36, очень уставшая. И на ее фоне это, по сути, новая машина на гарантии. То есть я точно получил что-то свежее, что-то такое понятное. То, что не будет ломаться и будет надежно служить. Это круто. Машина сразу позиционируется как спортивная, и можно на ней пробовать выезжать на трек. И я заранее знал, что на самом деле история про то, что машина спортивная и может выезжать на трек, это не совсем так. И в действительности все равно нужно машину подготавливать. Но нужно какие-то там деньги потратить, и, в принципе, можно выезжать на треке. Я ничего с этим не делал, соответственно, поэтому грех жаловаться. В общем, машина, так как она вот свежая и на гарантии, то для того, чтобы эту гарантию оставлять, тебе нельзя ничего с ней делать. Поэтому я немножко просчитался, и по большому счету, для того, чтобы производить какой-то тюнинг, то лучше купить машину чуть как бы постарше получается, когда у нее уже вышло вот эти 5 лет или там пробег побольше, она даже будет дешевле и выгоднее. Какие вообще общие впечатления об автомобиле я получил? Он современный, он, конечно, тяжелый по сравнению с более старыми машинами, но я не считаю это большой проблемой, потому что вместе с этой массой приходит еще и дополнительная улучшенная жесткость кузова, хорошие реакции. То есть действительно ты начинаешь вот ездить на этой машине и воспринимаешь уже это как должное. И только пересаживаясь обратно в старые машины, даже вот нулевых годов,
и тем более старше, когда они плохо реагируют, когда ты чувствуешь, как сгибается кузов во время поворота и прочее. Здесь неплохой баланс, здесь действительно как бы выверенное шасси, и задняя часть так прикольно подкручивается. Но вот этот весь диапазон, вот эти все возможности машины, они настолько высокие, плюс еще современные шины, что в городе раскрыть этот потенциал, ну вот практически невозможно, я бы сказал. То есть нужно действительно ездить на какой-то гоночный трек или серпантин для того, чтобы как-то с этим справляться. На гоночном треке при этом без какой-то должной подготовки у тебя ничего не получится. Будет просто перегрев шин, перегрев масла, и в целом машина не особо эмоциональная. На серпантинах, казалось бы, наверное, самое подходящее место, но тоже при каких-то определенных условиях. Наверное, самое главное, что я бы хотел сказать, это то, что я, по сути, получил автомобиль такой, как я хотел. То есть я хотел какую-то хорошую, достойную альтернативу вместо вот какого-нибудь дизельного универсала на каждый день. Я получил, по сути, тоже практичную дейли машину, но такую с небольшим драйвом, на которой действительно можно куда-то выехать, что-то где-то показать, как бы ускориться, съездить на трек и так далее. Но, честно говорю, все еще нет какой-то особенной эмоции. Вот за все это время владения машиной чувство, что это что-то особенное, что это какая-то прям вот крутая машина, и мне прям очень хочется, что мне прям очень хочется на ней ездить и кайфовать от нее. Вот этого чувства нету, и оно не появилось. Тем не менее, я рад, что я повладел этой машиной, потому что с самого детства я много где видел, много это всяких выпусков, Top Gear и так далее. Вот Hot Hatch. Круто, что у меня был Hot Hatch. И когда я его покупал, я думал, что я его куплю сейчас, либо уже никогда, потому что если я куплю себе что-то более мощное, там, с задним приводом, более драйвовое, ну какой уже Hot Hatch после этого? Но только если там это какая-то энная машина в твоей небольшой коллекции автомобилей. Но, тем не менее, я благодарен этой машине. Она во многом мне помогла. Она действительно очень практичная на каждый день. Она выглядит красиво. Можно даже сказать, что иногда она привлекает немного внимания. И какую-то такую нотку там драйва, что ты вот залетаешь в поворот, там, переключаешь передачи, слышишь эти небольшие отстрелы. Все это есть, и это прикольно. Но хочется чего-то большего. Особенно вот на фоне моей предыдущей машины, BMW 36, я ощущаю, что я вот что-то утратил. И здесь я этого не нашел. Я впервые ознакомился с этой машиной на Нюрбургринге, и я вам скажу, что для тех условий это то, что нужно. Потому что Нюрбургринг и без того очень опасная трасса, и не хочется вот свой там первый опыт как-то усложнять дополнительной сложностью еще и самой машины. Хочется просто остаться в живых, проехать быстро и вот выжить. И эта машина, она в тех условиях, она мне очень понравилась, потому что она отлично справилась с этой задачей. Я проехал, я получил огромное удовольствие от самой трассы, от самой машины, но если выезжать уже на не такие интересные треки, как здесь в Польше, такие плоские, ходовые, то эмоции уже, конечно, как-то угасают. Машина определенно дает больше эмоций, чем какая-нибудь обычная городская. Но все равно не покидает ощущение, что не хватает какой-то искры.